Привет, привет! Меня зовут Людмила, и с вами Людмила Шпакова в потоке. Наш сегодняшний разбор называется очень романтически. У меня от него бабочки в животе, а у него от меня. Вот, собственно, и узнаем, да? Значит, у нас с вами будет 3 позиции. Выкладываю их перед вами. Начинайте загадывать ваших мужчин. Ну и, как обычно, сделаем небольшую сигнификацию для начала, да, для того, чтобы вы узнали, что это именно ваш пришел на наш разбор, да, именно ваш мужчина. После сигнификации мы с вами смотрим, да, для начала, да, смотрим ответ на главный вопрос. То есть у вас от него бабочки в животе, у вас от него какое-то особое состояние, да, сердца, души и так далее. Значит, отвечаю, есть ли у него такие же бабочки или, может быть, что-то другое у него к вам. И последним, да, вопросом мы с вами посмотрим действия этого человека. То есть собирается ли он как-то этих бабочек выпускать в реальность, да, если они есть. Ну и вообще, на что он рассчитывает в вашу сторону, да, что он по поводу ваших отношений думает. Итак, начинаем работать. Двоечки, троечки идут в ожидание у нас. Единички. Кто к нам пришел? Страшный собственник к нам пришел. Человек, который, если кого-то получил, да, то он уже вцепляется просто в горло этой несчастной женщине и держит ее, как говорится, из последних сил. Серьезный собственник. Ага, замечательно. Хитро выдуманный человек очень. Смотрите, значит, здесь мужчина, который, если вы с ним вступаете в отношения, будет вас очень сильно ограничивать. Будет говорить о том, что вы принадлежите только ему, и, в общем, общаться с кем-то еще, допустим, коллега по работе, это всегда ревность, это всегда какие-то претензии. Значит, вам кто-то написал по какому-то делу, да, здесь человек тоже будет постоянно говорить: нет, с этим не общайся, этому не пиши. И это не всегда будут мужчины, да, то есть это могут быть и ваши какие-то подруги, коллеги, которые ему просто не нравятся. Здесь человек, когда вступает в отношения с женщиной, он как будто бы приобретает вещь в свое пользование. Понимаете? То есть он как бы не считает, что женщина — это живой человек, который должен, собственно, как-то общаться, коммуницировать, да, с окружающими и так далее. Но при этом сам по себе он считает себя очень свободным человеком вне зависимости от того, есть ли у него отношения. То есть себе он будет позволять смотреть на сторону, может быть, где-то сходить на сторону, так как кубковый король, они любители этого дела. Вот. Ограничивая вас и говоря вам о том, что вы ему должны, да, что вы, собственно, обязаны быть верной, он должен быть у вас единственным, этот человек сам будет иметь какие-то связи на стороне. То есть себе он это позволяет, собственно, для вас как бы это запрет, причем любые связи. Вот, значит, мужчина, кубковый король, который, вы знаете, все время будет говорить о том, что предыдущие женщины его наказывали, или были меркантильными, или были изменщицами, или были какими-то, знаете, использовали его так или иначе. То есть это человек, который всегда говорит плохо о своих бывших. Да? И как всегда говорю я: девочки, внимательно слушайте, что вам говорит мужчина. Он вам рассказывает все о себе. Это правда, то, что он говорит. И помните, как только вы станете бывшей, или как только вы поругаетесь, он то же самое будет говорить о вас.
да. Если мужчина плохо говорит о всех своих бывших женщинах, ну, дело не в женщинах, просто поверьте мне. Вот. Значит, этот человек строит из себя обиженного женщинами, униженного женщинами. А почему? А потому что внутри себя он именно такой, как говорит о них. Человек, который позволяет себе левые отношения, человек, который дозволяет себе что-то, что не дозволяет другим. И вот когда он расстается с женщиной, он начинает видеть вот эти негативные черты именно в ней. Дальше. Что о нем говорят? Говорят, что у нас парень не без способностей, да. Я не буду говорить, что он занимается эзотерикой, магией и так далее, но есть у него особая чувствительность, очень тонкая такая. Он может считывать ваше состояние, чувствовать вас. И может быть между вами, вы вот прям чувствуете, да, с момента начала взаимоотношений или знакомства, вот установилась какая-то невидимая связь. Не то чтобы прям такая жесткая менталка, да, а вот именно невидимая связь. Вы прям знаете, когда он позвонит, вы знаете, когда вы его увидите, и как будто бы он тоже это все чувствует. У него есть особая интуитивная чувствительность, и она очень так вот ярко проявлена, может быть, он вам об этом даже уже говорил, да, что я тебя чувствую, что я знаю, что с тобой происходит, я знаю о твоем состоянии. Действительно, человек чувствительный, эмоциональный, он может даже чувствовать, когда вы болеете, и даже заболевать, когда вы заболели. Потому что у него есть определенная эмпатическая такая, знаете, или эмпатичная часть, да, которая не то чтобы борется, да, а соседствует внутри, внутри этого человека с эгоистичной частью. То есть у этого человека есть эмпатия к людям, есть эмпатия к женщинам, особенно когда он с женщиной в отношениях находится, но при этом, да, вот прям рука об руку, да, соседствует рядом с этой частью очень эгоистичная часть, которая зациклена на себе, на своих потребностях и на том, чтобы его все время жалели, прощали ему какие-то вещи, понимаете? То есть вот я. Ну вот как-то так здесь у нас все сплелось воедино в человеке. Хорошо. Давайте посмотрим. Интересно, говорят карты, что он со всеми своими женщинами очень плохо расставался. Очень-очень некрасивые какие-то истории были. Да? Мы, конечно, это сегодня не расследуем с вами, чтобы понять, да, что к чему. Ну, как факт. Окей. Итак, у вас от него бабушки полетели. Смотрим. А есть ли бабушки у него? Угу. Угу. Так, вот смотрите, здесь немножко не про бабочек. Бабочки это у нас все-таки кубки. Это влюбленность, это мечтательность, это такие, знаете, первородные энергии влюбленности человека, да? А здесь, я бы сказала, товарищ в вас очень сильно увяз. И увяз он в вас по дьяволу, по товарищу дьяволу. Здесь есть очень сильное притяжение к вам, которое его сводит с ума. И самое интересное, или это женатый человек, который положил на вас глаз, да? Или, может быть, у вас есть император, но смысл такой, человек себе вас не разрешает. У него очень сильная зависимость и притяжение, причем
именно сексуальное, именно тактильное. Но он чувствительный человек, понимаете? Ему хочется вас вот как-то, знаете, обнять, прикоснуться, постоять рядом. Он, даже стоя рядом с вами, может чувствовать ваше состояние, может чувствовать, вот знаете, вашу кожу, даже не дотрагиваясь до вас. У него вот такая чувствительность. И ему хочется это все чувствовать. Вы для него манкая, вы для него вкусненькая. Хочется вас вот прям, знаете, укусить и съесть. Вот такое вот здесь состояние от вас, понимаете? Укусить и съесть, схватить в свои какие-то лапы, знаете, вот прям окутать вас, держать, не отпускать. Вот это вот все в человеке происходит. И он себе вас не разрешает, потому что или он находится в императорском статусе, или рядом с вами есть император. То есть как бы мне ее нельзя, потому что она замужем, или мне ее нельзя, потому что я женат и я ответственен за кого-то. Да? Но мы с вами видели в его сигнификации, что здесь товарищ такой. Да, жене это свои он допускать ничего не будет, а себе может разрешить какое-то такое, да, путешествие налево. Ну, короче, на сегодняшний день, пока он себе вас не разрешает, на сегодняшний день человек озадачен какими-то смыслами жизни, по силе он повышает уровень своей духовности. И, может быть, вот он раньше был человеком гулящим, да, а сейчас он решил пересмотреть свои взгляды. И поэтому у него вот такое отношение, да, очень сильное притяжение, вот прям хочется схватить, поддаться этому инстинкту, да, вот такому мужскому, настоящему. Но разум пока над этим владеет и говорит: успокойся, нельзя, существует императорский статус, через который ты не можешь переступить. Вот, значит, но этот человек реально с вами рядом кайфует. У него, когда вы общаетесь, да, у него какое-то, знаете, такое всеобъемлющее ощущение счастья. Голос у меня может модулироваться совершенно по-разному, потому что сейчас у меня, судя по всему, ларингит, да? Так вот, человек, вот он, вот знаете, вот когда общается, он просто вот, блин, как солнце взошло. Ощущение счастья, ощущение кайфа рядом с вами. И еще он вообще, когда общается с вами, от вас никуда уходить не хочет. Теряется время, теряется какие-то заботы, хлопоты, проблемы и так далее. Вот он просто находится в состоянии присутствия. Вот такая вы для него. Вот такая, понимаете? Безусловно, это не глубокое осознавание любви. Это не дрожь в коленках. Это вот, знаете, как будто бы он растворился в вас здесь и сейчас. И живет эту минуту вот полностью, полноценно. Это происходит в моменты общения с вами. А когда он из общения выходит, тут просыпается этот император у него в голове, который ему говорит: мальчик, успокойся, тебе эту девочку нельзя, стоп. Поэтому в вашем общении могут быть, знаете, вот такие моменты, вы общаетесь и чувствуете счастье, и чувствуете, что человек весь ваш, что вот он как-то присутствует, да, он никуда не хочет, он что-то такое говорит вам, вы вот прям это можете чувствовать очень хорошо. А как только прекратили разговор, там, например, по телефону, или вы ушли со встречи, да, он может замолчать, на там, неделю вообще не писать, на 3 дня, на неделю вообще исчезнуть из вашей жизни. Это он так с собой борется. Это борется его разум с этим человеком, с ним. Окей, хорошо. Действие. Действие. Короче, наплюет он на своего вот этого внутреннего императора, который ему говорит, как надо, как не надо. Опять здесь перевернутый дьявол. Товарищ ринется в бой. Слушайте,
Будет он действовать по шестерке жезлов, человек будет вас завоевывать, потому что накипело. Потому что вот это состояние счастья, в нем же хочется пребывать. Это же, знаете, когда вырабатываются самые такие позитивные, кайфовые гормончики, да, и человек в них плавает, и такой, блин, никуда я отсюда не пойду. Короче говоря, мужчина будет вас завоевывать. Значит, единственное, он еще почему-то боится какой-то вашей реакции. Может быть, вы ругались с ним, может быть, вы его как-то ограничили в действиях, но он вот прям боится, что вы неправильно отреагируете на его действия. Да? А действовать он собирается очень активно. Вот как-то, знаете, как будто бы сейчас я додумаю свои последние мысли. Сейчас я послушаю великого ментора внутри меня, который говорит, что мне нельзя эту женщину, да? Закрою эти все двери, скажу, ну нельзя так нельзя, и начну действовать. Понимаете? То есть он начнет действовать вопреки своему разуму, вопреки тому, что между вами есть какие-то препятствия и какие-то нельзя. Он будет действовать, будет вас завоевывать. Другое дело, что из этого получится, да, потому что каждый из вас, ну, скажем так, скорее всего, вы человек проработанный уже, да, наученный горьким опытом других мужчин. А он человек эгоистичный, зацикленный на себе. И вот когда вы сойдетесь поближе, да, вот тогда может начаться уже такая мечевая схватка. Но на сегодняшний момент он будет действовать, потому что притяжение его очень велико. Очень. Благодарю вас, единички. Двоечки. Прекрасный жезловый король. Угу. Разведенный. Так, ну смотрите, или разведенный, или вдовец, но скорее всего разведенный мужчина. Здесь ситуация следующая. Всем мужчина неплох. Вот всем неплох. Жезловый король – это ведь всегда про то, что мужчина пытается быть, вот, знаете, настоящим мужчиной в самых лучших женских представлениях. Мужчина, который готов заботиться, готов обеспечивать, готов как-то, знаете, постоянно действовать, проявляться, идти к примирению, если вдруг поссорились. Ну, это все-таки, вот, знаете, я по старинке мыслю, по старинке. Это все-таки мужская задача. Мужчина должен, даже если женщина не права, приходить и говорить, что давай мириться, и уже потом что-то такое выяснять. Понимаете, как-то вот я так воспитана, наверное. Вот. И, может быть, потому что я живу счастливую, очень долгую семейную жизнь со своим мужем, да, скорее я воспитана им, что мужчина должен делать так, настоящий. Вот. И здесь тоже у мужчины правильное представление вообще об отношениях и о любви, и о том, что женщина слабый пол в том смысле, да, что я ее должен оберегать, я должен быть сильнее, я должен приходить, склоня голову перед этой женщиной. Вот, значит, есть у него очень правильные установки, очень правильные. Здесь проблема в деньгах. Понимаете, для жезлового короля он не очень богат, потому что жезловые люди, они достигаторы, они зарабатывают, покупают какую-то недвижимость, да, ну как-то вот обеспечивают себе жизнь. Они думают наперед. Это люди, которые всегда стремятся вперед и думают наперед. А здесь у него в плане заработка и работы идет паж кубков, понимаете? То есть ощущение, что я хочу быть богатым, я хочу заботиться и обеспечивать, но на сегодняшний момент я зарабатываю как паж. То есть мало зарабатываю, меньше, чем хотелось бы. Хочу быть в десятке пентаклей, но пока лишь к ней иду, говорит он. Значит, есть в нем
ну, скажем так, негативная черта балабольства, да, то есть этот человек может что-то пообещать и не сделать. Это уже, кстати, не свойственно настоящему жезловому королю. Он может, ну, как-то, знаете, забыть, опоздать на встречу, еще что-то. Когда вы поближе знакомитесь с этим человеком, вы понимаете, что ему вот как-то во всем доверять нельзя. Есть масса хороших качеств у него, да, но вот пообещал, не приехал, не пришел, забыл, не сделал, это не есть хорошо. И в частности в деньгах и в работе, конечно же. Может быть, это и мешает ему продвигаться по жизни. Вот, ему нужно такие вещи проработать. Значит, ощущение такое, что человек был женат и развелся совсем недавно, потому что сейчас еще переживает какие-то вещи, да, программы из тех отношений. Может быть, он вообще из-за вас развелся, да, то есть как бы здесь у него было состояние выбора, который он сделал в пользу этого развода, и вот сейчас у него все еще как бы это кипит внутри, какие-то переживания, может быть, злость на ту женщину и так далее. У него есть ребенок, за которого он ответственен, может быть, маленький, может, уже взрослый, вот, ну, вот от тех отношений, да. Развелся, кстати, может быть, и не так недавно, да, просто может поддерживать отношения со своей бывшей женой, ребенок, естественно, да, и вот у него постоянно какие-то такие траблы внутри, что-то не то сказала, настроила ребенка против меня, ну вот какая-то такая история. Вот, значит, здесь еще говорится о том, что ему бы нужно переучиться на другую специальность, потому что та, что у него есть, скорее всего, не приносит дохода хорошего. Но этот человек не хочет учиться, он хочет, чтобы судьба предоставила ему какой-то шанс на реализацию. Ну, вот как-то так. Хорошо. У вас от него бабочки в животе. А у него смотрим его бабочек. Ух ты, елки-моталки. Да что ж так-то мы скрываем-то всех бабочек? Говорит, держать надо моих бабочек, то я таких делов понатворю. Мужчина к вам не проявляется сейчас. Я даже думаю, что здесь был разговор о точке в ваших взаимоотношениях. Может быть, поругались, может быть, разошлись, может быть, он так и не начал действовать, да, в вашу сторону. Ну, короче, здесь, ой, здесь у меня целых две карты. Здесь, понимаете, конец мечтам, он сказал. Значит, здесь, ну, что-то сейчас в виде молчанки происходит, или отстранения какого-то, да, или действительно проставлены точки, вот, и человек все свои эмоции держит под контролем. Значит, вот смотрите, шестерка кубков, иерофант и король жезлов, все это в перевернутом состоянии. Я бы сказала так, у этого человека не просто бабочки есть, а есть серьезные намерения в вашу сторону. Но из-за десятки мечей, которая между вами произошла, вот что-то пошло не так. Да? Этот человек сейчас себя сдерживает. Он пытается показать вам, что ему все равно, что он холоден, что ничего и не было. Вот понимаете, здесь он мог отстраниться буквально в один день. До этого все было тепло, тепло, хорошо, потом хренак, и мы молчим. Хренак, и мы смотрим куда-то вдаль, говоря вам «здравствуйте» на «вы», если вы вместе работаете, например, да.
Вот. А здесь человек очень много мечтает о вас, и можно сказать, что бабочки в животе у него летают от вас, потому что он о вас мечтает. И самое интересное, эти бабочки, они летают, когда он в одиночестве что-то фантазирует, представляет, как вот вы вместе, как он подошел, как он вас поцеловал, как вы разговариваете. Он чувствует вашу энергию очень хорошо, тоже, знаете, вот прям как будто бы вы говорите на одном языке, как будто бы вы дышите в одну сторону. Вы то ли похожи своими жизненными устремлениями, то ли жизненными взглядами. И вот ему от этого очень-очень хорошо. Но все бабочки у него умещаются в его фантазиях. Да? То есть, когда он фантазирует, бабочки летят. А вот когда он рядом с вами, как бы ни происходило ваше общение, он вас боится. Он вас боится, потому что он говорит, что эта женщина, она как лавина, она меня снесет. Она очень спокойная, уравновешенная, гордая, умная, но при этом ее энергетика настолько мощная, что я боюсь, что она меня снесет. Вот просто снесет. Короче говоря, здесь парень наш, бабочек этих испытывает. Ну, скажем так, они у него летают, да, испытывает он чувства. Но пытается это скрыть. Особенно сейчас, потому что какие-то точки над «ё» проставлены. Вот, значит, очень сильное притяжение, тоже сексуальное, очень много жезловых карт. Вот, но он тоже не хочет этого показывать. Может быть, рабочие отношения этого не подразумевают, понимаете, если это рабочие отношения. Он очень сильно скрывает свою страсть, притяжение, влюбленность в вас, тоску по вам, потому что здесь человек в перевернутой луне находится. То есть у него вот прям менталочка от вас. Он о вас постоянно думает, постоянно что-то крутит, не может отвязаться от этих мыслей, да, потому что менталка это все-таки тяжелое состояние. Понимаете, не когда вы захотели, подумали о человеке, а когда человек назойливо кружится у вас в голове. Вот, значит, но здесь хорошие карты. То есть он не зол на вас, даже если вы поругались, он на вас не зол. Он не сидит в состоянии такой, знаете, мести в кустах, да, сейчас я выпрыгну, как я это отомщу. Нет. Он относится к вам с любовью. Бабочки летают, но пока я должен это сдерживать. Пока я должен это контролировать, говорит он. Но у него есть планы на вас. Давайте смотреть действия скорее. Давайте скорее смотреть действия. Он еще говорит, что он вас в чем-то обманывал. Скорее всего, это касается его финансового положения. Он сказал вам о том, что он богаче, чем он есть, что-то в этом роде, да, или зарабатывает больше, чем он есть, чем у него есть. Вот. Здесь человек говорит о том, что я не могу скрыть ей скрыть перед ней этот обман. Она будет разочарована во мне. Значит, здесь есть какой-то камень преткновения, связанный с денежкой, потому что как будто бы он не может начать к вам действовать, пока у него идет режим экономии. Понимаете, что это такое? У него сейчас режим экономии. Деньги вроде как есть, да, но очень скромные. И, может быть, он не может, допустим, к вам приехать или не может вас куда-то вывести, пригласить и так далее. Понимаете? То есть, или вообще, в принципе, он может смотреть на ваши отношения, да, я ее не потяну. То есть, я эту женщину не потяну с ее запросами. Вот, значит, здесь мужчина как будто бы пока, да, он размышляет над своими действиями, именно
сдерживает его некий обман, связанный с деньгами, да, и то, что вообще в целом приходится эти деньги экономить. Вот. Но опять здесь человек будет действовать в вашу сторону. Единственное, что пройдет какое-то время. Когда у него еще какие-то проблемы будут, тоже на финансовом фронте очень серьезные, то есть он их переживет. И вот через это время он все-таки появится. Здесь может быть долгое время, девчонки. Но не в плане появится, да, если вы реально молчите, значит появится. А если вы все-таки хоть как-то общаетесь или встречаетесь по работе, да, например, то здесь проявится по рыцарю кубков. Это будет какое-то признание, это будет какое-то такое, знаете, приглашение, может быть, куда-то, может быть, цветы, может быть, какой-то подарок с его стороны. То есть проявление в вашу сторону, вот такое любовное, да, как раз про бабочки в животе, оно будет. Но нужно ждать время, причем время неопределенное. У него сейчас проблемы, которые он решает. Благодарю вас, двоечки. Двигаемся дальше. Троечки. Бояка. Бояка 2 шага к вам и отбежал на безопасное расстояние. Да? Бояка такая. Избегающий тип привязанности называется это. Знаете, мужчина, который ни рыба, ни мясо на самом деле. Когда вы с ним общаетесь, вы вообще не понимаете, что он хочет или не хочет от вас. Потому что он дает очень двойственные сигналы. Как только вы начинаете уходить, молчать, блокировать и т.д. и т.п., или вообще злиться и оскорблять его, например, да, там, сказать ему что-то неприятное, он начинает за вами гнаться, возвращать вас, пытаться вас переубедить: нет, я хороший. Вот такие вот вещи происходят. Но как только вы смягчаетесь, как только вы вступаете в нормальное взаимодействие с человеком, он отдаляется, он игнорит вас, он пропадает, он может не отвечать на ваши сообщения по 2 дня. То есть вот здесь у человека реально какой-то избегающий тип привязанности. И когда вы с ним разговариваете, вы не видите основы. Как будто бы этот человек вот такой, знаете, вот, я не знаю, какой-то рыбный, почему-то мне говорится, знаете, как будто бы вот вы рыбу, когда кушаете, да, вот она совсем не такая, как мясо. Я не знаю, почему это сравнение пришло, это не мое сравнение, оно идет откуда-то, понимаете, вот прям вижу запеченную рыбу, да, и вот когда вилочкой поднимаешь, да, она так легко отделяется от костей, и какая-то такая рыхлая, и вот он такой, понимаете, вот этот человек такой. Никогда не понятно, он вас любит или нет, никогда не понятно, какие у него намерения, никогда не понятно, что он сам из себя представляет, понимаете, то есть человек, в которого тыкнешь, и вот палец насквозь пройдет. Понимаете? Непонятно, что это за человек, что у него внутри и что он хочет. Потому что он сейчас говорит об одном, да, а, допустим, через 2 часа он может хотеть совершенно других вещей. У него нет внутренней опоры, нет внутреннего стержня. Вот, значит, при этом этот человек считает себя очень умным, очень интеллигентным человеком, который вправе судить. Может быть, он вообще сам по себе судья, но было бы страшно иметь такого судью, если честно вам хочу сказать. Может быть, этот человек чиновник, военный,
у него, понимаете, я, конечно, понимаю, что очень странно звучит, да, военный без стержня внутри, рыхлый. Ну вот так, да, как бы говорю только то, что идет. Человек этот, он как бы, понимаете, внутри себя уверен, что он вправе судить других людей, что он вправе указывать им, о чем им думать, куда им двигаться, да, что вот он как-то понимает лучше остальных. Понимаете, вот у него есть такое убеждение о себе. А на самом деле, он вообще ничего не понимает. И вот я не знаю, в чем эта рыхлость выражается, но я думаю, девчонки, напишите в комментариях, да, что здесь имеется в виду. Я просто чувствую абсолютную какую-то, знаете, то ли аморфность человека, то ли ему ничего не интересно, по сути. Как будто бы, знаете, у него внутри нет своего наполнения, и каждый приходящий новый человек его наполняет. Вот, допустим, вы общаетесь, и он начинает жить вашими интересами. Вы говорите, я читаю такую-то книгу, я посмотрела такой-то фильм, я сходила на спектакль, да, делитесь с ним. И он такой, типа, да, я тоже сейчас буду читать эту книгу, я тоже люблю этот спектакль, я тоже то-то, то-то, то. Вот, то есть, а своего у него нет. Он всегда слушает какие-то ваши убеждения, а потом их повторяет, понимаете? Но при этом он считает, что у него есть свое мнение, и он вправе его навязывать. Вот так. Короче, напишите, поясните мне в комментариях, что за чудо-юдо к нам такое пришло и пожаловало. Давайте посмотрим, что там у него с бабочками-то. Сегодня прям перевернутый иерофант не уходит из расклада никак. Есть притяжение у него к вам, конечно. Но он такой, знаете, вообще вот какой-то злобный гоблин. Вот ей-богу, очень странный чувак. Очень странный просто. Строить из себя одного, на самом деле внутри очень много злости, очень много зависти. Какой-то такой чернющий просто чернющий. Значит, есть притяжение, перевернутый иерофант – это всегда я скрываю свои истинные чувства, я скрываю то, что я хочу эту женщину, да, потому что перевернутый иерофант – это всегда дьявол. Это говорит о том, что у человека есть какие-то, знаете, похотливые мыслишки в вашу сторону, низкочастотные, да, у него есть какие-то такие, знаете, фантазии определенные, и рядом с вами, и без вас, но он пытается сделать правильное лицо, он пытается сказать, нет, я не чувствую так, я не думаю так, я отношусь к тебе чисто, честно, допустим, по-дружески, или чисто, честно, я влюблен, да, но здесь не про влюбленность, здесь как раз про похоть, про вот прям мыслишки у него внутри. Вот, он в Луне находится очень много, думает о вас, у него постоянно крутятся эти мыслишки, крутятся постоянно. У него здесь вообще есть такой, знаете, акцент на сексе, причем на очень таком низкопробном. Этого человека не возбуждают простые, обычные, как это можно сказать, да, нормальные отношения. Да? Как сказали бы многие, нормальные отношения его не возбуждают. Когда вот просто женщина, мужчина, есть постель, есть время, нет никаких третьих лиц, да, никто не давит, никто там не подглядывает, не стоит и так далее. Ему нужна какая-то изюминка, ему нужно, чтобы, я не знаю, там вокруг постели были зеркала, чтобы он на себя любимого любовался, чтобы, допустим, женщине было больно. Вот какие-то такие вещи, понимаете? Я не знаю конкретно, что
вот конкретно какие мыслишки. Но здесь идет энергия очень низкопробная, знаете, энергия какой-то грязи. Может быть, он любит ходить по женщинам легкого поведения, понимаете, платным. И считает, что там вот дозволено все. Вот как-то так, понимаете? Не очень это все красиво, если честно, и не про бабочек. Вот. И у этого мужчины, у него в вашу сторону именно такие мыслишки. Вот я бы ее, вот бы вот так, и вот бы вот так. И они как бы у него очень навязчиво присутствуют в голове. Вот, значит, вот такое притяжение присутствует. Потом ему очень нравится ваша недоступность, и у него возникает желание ее пробить. Понимаете? То есть как бы, ах, ты недоступная, ах, ты что-то себя строишь, сейчас мы тебя добьем, я тебя продавлю в любом случае. Это такой, знаете, как азарт внутренний, все равно женщину привести в постель, хоть она и не хочет, хоть она и сопротивляется. Вот. И очень много злобы. Я бы еще сказала, что этот человек вам завидует. Вот чему-то завидует. Может быть, вы успешнее. Может быть, вы просто счастливее, чем он. Понимаете? То есть вы радуетесь тому, что у вас есть. А он не умеет этому радоваться. Потому что внутри пустота. И вот у него злость, зависть, желание уколоть, желание сделать больно. Все вот это присутствует. Как бы здесь не про бабочек. Дальше смотрим. Действия человека. Так, действия. Угу. Он принял решение о том, что между вами закончены отношения, что не может быть никакого примирения, только если вы сами будете ему ноги целовать и просить об этом прощения. Ну, скорее всего, вы поругались. Да? Что я могу, какие выводы могу сделать? Да? Здесь человек поставил точку в ваших отношениях после того, что вы ему подправили немножечко нарциссическую корону на голове. Вот. И он сейчас очень зол, может быть, поэтому столько злости, да, в его эмоциях в вашу сторону. Он сейчас очень зол на вас, он готов вас вот прям растоптать и уничтожить. И поэтому он говорит, что я принял решение о конце. Но я могу пересмотреть это решение в том случае, если она сама ко мне приползет. В том случае, если она сменит гнев на милость, видимо, вы тоже там погневались нехило, и будет меня о чем-то просить, а может быть, я типа подумаю. Вот так. Вот. Ну, типа, сама первая напишет и объяснится вообще. Ну, и что-то там попросит. Короче говоря, очень зол наш человек сейчас. Действовать в вашу сторону пока никак не собирается. Он выжидает какого-то вашего решения, что вы там одумаетесь, попросите, приползете и так далее. Но сам пока он действовать не хочет, потому что он прям себя настраивает внутри, несмотря на менталочку свою от вас, да, на зависимость от вас. Он настраивает себя на то, что отношения между вами полностью навсегда завершены. Вот такая здесь ситуация, мои дорогие. И вот такой у нас вышел разбор. Я благодарю вас за ваше внимание. И, как обычно, хочу пожелать вам только одного. Встретить свою настоящую любовь и не потерять в ней себя. Ну а мы увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.